У нас сегодня в гостях девушка по имени Диана. Диана никогда не училась в семинарии. Диана, ты училась в колледже? Да, она училась в колледже. Сколько времени ты уже верующей являешься? 4 года. Выходи, пожалуйста, и расскажи нам свою историю. Привет всем присутствующим и Божьих вам благословений. Я хотел немножко рассказать о своей жизни и что Бог для меня сделал за последние 4 года. Может быть, это покажется не таким длинным сроком, но за эти 4 года Он сделал для меня очень много. И я хочу немножко рассказать вам о том, что же Бог для меня сделал. Около 4 лет назад врачи обнаружили у меня туберкулез. Это произошло сразу же после рождения моей дочери, примерно через 2 месяца после ее рождения. Мне было очень тяжело, потому что были повреждены мои почки, и врачи говорили, я не помню, как это называется, диализ. Мне нужно постоянно было делать этот диализ. И мне тогда было всего лишь 20 лет, и мне уже нужно было быть на диализе. И у меня был новорожденный ребенок, и она только родилась, ей всего пару месяцев исполнилось. И туберкулез разъедал мою печень. Так что в тот момент у меня было много разных проблем. Сейчас я снова набрала нормальный вес, но в тот момент, когда я была очень серьезно больна, никто не знал, что со мной происходило. Моя семья просто видела, что я сильно теряю в весе. Я чувствовала себя очень плохо и не знала, что со мной происходит. Я думала, может, у меня послеродовая депрессия началась. Вот эти события со мной начали происходить, потом меня на 2 месяца поместили в больницу, и я не видела свою дочку в течение 2 месяцев, и мне было очень тяжело. Но я всегда как-то сердцем чувствовала, что Бог может мне помочь. И я верила, что Он может это сделать и поможет мне на самом деле. И я просто ждала Его, когда Он это сделает. И действительно, через пару месяцев я начала чувствовать себя лучше, и я чувствую себя отлично, но врачи говорят мне, что у меня туберкулез. Каждый раз, когда я посещаю врачей, они продолжают утверждать, что у меня туберкулез. Но с другой стороны, я чувствую себя хорошо, чувствую лучше себя, чем когда-либо. Это потому, что у меня в сердце Бог, я знаю, что Он меня исцелит. И это будет в свое время. Есть много людей, у которых есть такое заболевание, и они ходят по врачам, и они постоянно больные. У них проблемы с почками, но вот мои почки сейчас работают совершенно нормально. Моя печень тоже отлично работает. Я чувствую себя хорошо, я занимаюсь спортом каждый день. Я 24-летняя мама, и у меня есть дочка. И я забочусь о своей дочке, это так здорово. И поэтому я знаю, что Бог живой, и Он здесь, с нами. И Он может сделать большие чудеса для каждого. И Он сделал это для меня, хотя я никакой не великий человек, но Он сделал это. Раньше я всегда была в депрессии, а сейчас я счастлива. Я счастлива, потому что Бог каждый день дает мне новый шанс быть с моей дочкой, заботиться о ней. И это самое лучшее, что Бог для меня сделал. Но еще я хочу вам рассказать о том, как недавно мы ездили на конференцию, и там на конференции мы узнали о вот этих вот 3 колонках. И это просто способ, метод, как можно изучать Библию. И этот метод мне очень сильно помог, на самом деле. Он мне помогает каждый день в моей жизни. Я становлюсь лучшим человеком. И что мы делаем, это мы берем стихи из Библии и переписываем их в 1 колонку. А во 2 колонке мы записываем то же самое, но своими словами. А в 3 колонке мы пытаемся применить все это к нашей жизни. И это такой прекрасный метод для меня. Ну вот, допустим, там говорится, что мы должны почитать своих родителей. И потом во 2 колонке вы записываете своими словами, что это значит почитать своих родителей. А в 3 колонке вы уже выражаете, что вы будете делать, чтобы быть почтительным к своим родителям. Это очень легкий метод, и даже если мы не понимаем, то потом мы в группе разбираем все это вместе, потому что мы в группах делаем эти 3 колонки.
И мы вместе общаемся об этом тексте, и мы учимся друг от друга. То есть вы не сами по себе, не в одиночестве читаете. Вы находитесь в группе, и это так здорово. У каждого есть возможность высказать, что он думает об этом тексте, что они понимают из Библии. И этот метод нам очень пригодился. Мы с моей мамой посещаем 3 разных семьи в 3 разных домах. И я помогаю моей маме, я учусь от нее. И я бы хотел, я надеюсь, что я бы смогла сама вести такие группы когда-то. Я тоже хочу помогать людям учиться, узнавать что-то из Библии, чтобы они тоже могли менять свои жизни и могли тоже учить других. И это будет такое, понимаете, движение, когда каждый будет учиться. Каждый сможет узнать, что Бог может изменить его жизнь. Это будет такая разница. И это на самом деле произойдет. Нам нужно просто продолжать делать то, что мы делаем. И я бы хотела, чтобы вы продолжали молиться за нас и здесь, на этой конференции. Потому что люди хотят знать о Боге, и люди на самом деле нуждаются в Боге в жизни своей. И они должны открыть для себя Бога. Недавно мы разбирали целую последовательность мест из Писания, которая называлась «Открыть для себя Бога». А сейчас мы перешли к следующему набору мест из Писания, который касается повиновения Богу. И это на самом деле помогает каждому, кто занимается вместе с нами. Вот это, наверное, все, что я хотела вам рассказать. Спасибо вам большое. Хорошо, у меня есть несколько вопросов к Диане. Как давно ты начала этим заниматься? Примерно год назад. Год назад. И сколько человек было в твоей группе, когда вы начинали это делать? Наверное, у нас было где-то 6 человек. 6 человек, и вы начали год назад. Хорошо, из тех 6 человек, которые были год назад, сколько сейчас групп существует? На самом деле, таких групп очень много. Они просто, не посещают нашу группу. Они находятся в других местах, и мы посещаем их. И сколько же таких групп? Я даже не знаю, но я знаю, что их очень много. Что их уже слишком много, чтобы сосчитать? Но ты же сказала, что ты сама уже 3 группы ведешь. То есть ты с мамой ведешь 3 группы, но есть и другие люди, которые ведут другие группы. Да, там есть еще около 10 домов, то есть 10 домов за 1 год. Можем ли мы сказать, что около 60 человек посещают все вместе, если всех собрать? Да, наверное. Я думаю, что больше 100, наверное, можно сосчитать. Хорошо, а есть ли пастора в этих группах? Я даже не знаю. Ты не знаешь? Интересно. У нас есть руководители, у меня есть руководитель, и я считаю своего руководителя моим пастором. Хорошо, а сколько человек было крещено? Я сама недавно, извините, я забыла сказать, сама недавно приняла крещение. Мы закончили курс от сотворения до Христа, и я приняла крещение. Я крестилась, потому что это повиновение. Мы должны принять крещение. Если мы хотим быть близки к Богу, мы должны креститься. И кто тебя этому научил? Мой руководитель, и мы сами для себя это открыли в Библии. Да, мы вместе проходим 3 колонки, и руководитель постоянно направляет нас на повиновение Богу. Хорошо, у тебя был руководитель, ты сейчас тоже руководитель, и ты хочешь, чтобы из твоих учеников тоже выросли руководители, так? Да, это наша мечта, наша надежда, и этим мы и занимаемся. Скажу тебе так, ты замечательный человек. Ой, спасибо большое, спасибо всем, что послушали меня. Хорошо, а кто из вас может похвастаться тем, что вы привели около 60 человек к Господу?